Вот и пробил час величайшей битвы. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Планет Кайон. Сверху Экскал, генерал Фай, пехота Китая. Снизу Маракар, токсиновый генерал Гла, доктор Тракс. После просмотра попрошу написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Ну и что же, достаточно интересный челлендж прошел между Маракаром и Экскалом. Экскал играл только за китайцев, а Маракар играл только за генералов Гла. До 7 побед, призовой фонд $30. Счет 5-4 в пользу чемпиона мира Экскала. Это 50-й ролик на канале, юбилейный. Кстати, мы перешагнули отметку в 2000 подписчиков, имеем свыше 200 тысяч просмотров. Спасибо вам, друзья, за это событие, вы лучшие. Реплей будет идти почти час, так что запасайтесь напитками, легкими закусками и давайте начинать. Ну и что же? Маракар поставил справа ресурсный центр, подрывник побежал направо контролировать на всякий случай Сапалтрак. И, кстати, в центре уже Сапалтрак был Экскала, прибежал подрывник, Сапалтрак подорвал. Все, Маракар контролирует. Слева также ресурсный центр уже работает, ставится военный завод. Кстати, оба бойца знают, кто за кого играет, поэтому Маракар скорее всего будет работать сразу же через квады, так как Экскал уже работает через Хеликс. Он, я думаю, что ожидал этот момент заранее, поэтому уже скорее всего сейчас будет спам квадов, а Экскал тем временем уже полетел Хеликсом. Но там в принципе уже и подрывник бежал, поэтому Маракар в принципе видит, что уже Хеликс готов и идет просто на базу к Маракару. Так, тем временем, да, вот, кстати, как раз уже первый квад вышел. Экскал заходит, в принципе, сюда под правый ресурсный центр к Маракару, отменяет ему первую норку. Тем временем распродается ресурсный, рабочие убегают, Хеликс уходит налево. Там на пути у него есть казарма, скорее всего, казарма также ляжет. Ну, а дальше, если лететь, там нора, там военный завод и ресурсный центр. Но Экскал, я так понял, да, все-таки решил вернуться, а пока уходит направо. Там Хеликс наполовину уже каленый, поэтому, наверное, было бы лучше его сейчас, конечно же, подлечить, обратно вернуть на филд. В принципе, мне кажется, что Экскал-то этим и занимается. Подрывник направо бежит, там на пути как раз-таки дозер. Командный центр Экскал свой продал. Что же касаемо Маракара? Маракар рабочими бегает пока в центре, но это те самые рабочие, по которые вот с вот этого дока сейчас убежали. Ну и слева ресурсник есть у Маракара, поэтому в 2, в принципе, он пока работает. Военный завод на месте, квады, я думаю, продолжают спамиться, деньги есть. Да, все верно, вот квад как раз таки вышел, ну и в норку надо его заводить. Что же касаемо Экскала, слева ресурсный центр есть, дозер на месте, бункер поставил на всякий случай на защиту. Ну и Хеликс тем временем лечится на филде, здесь еще ракетчиков добавил, а тем временем подрывничок-то все-таки добежал от Маракара, слушайте-то, по правому флангу, а там дозер на пути, и неужели Экскал никак на это не отреагирует? Может, он отвлекся на что-то, и дозер первый. До свидания. Казалось бы, да, прям с самого края здесь карты потихоньку подрывник бежал и добежал все-таки до своей цели. Минус дозер. Вновь Хеликс летит на центр, потихонечку уничтожает здесь дома, через контрол пробивает. Здесь был ракетчик от Маракара, домик, до свидания. Ну и вот последний дом на центре здесь остается. Сразу же он уничтожается, чтобы Маракар сюда не сел. Построил бы здесь нору, сел в домик, и уже хорошая оборонительная точка. Ресурсный центр отлетает тем временем у Маракара. Третий. И все, и минус. Тут есть дом, плюс есть аж целых 6 квадов, и Хеликс уходит. Уходит пока на правый фланг. Здесь, кстати говоря, есть вышка. А вообще вышек на карте 3. Справа одна на центре, слева есть на мейне у Маракара и слева есть на мейне у Экскала. Направо Хеликс ушел, минус рабочий. Вновь не удается Маракару обустроиться под этим доком, поставить здесь позиции. Ну и вот тут интересный, кстати говоря, рабочий прибежал, встал под дерево, не так уж его и видно. Ну и Экскала здесь Хеликс летает, поэтому в принципе он должен видеть. Дракон слева. Сразу же заранее высаживается ракетчик, квады вышли и минус дракон. Вообще без потерь абсолютно. Вновь Хеликс на центр залетел, уничтожил постройку норы, либо здесь уже была отстроенная нора, но никак она себя в принципе здесь не отработала. Хеликс залетел и уничтожил. Вновь дракон, много квадов и минус дракон. Есть военный завод, вот он, дозер успел его достроить, прежде чем погиб от подрывника.
Справа рабочий по-прежнему пока стоит. Маракар его никак не задействует. Пост катается, слушайте, на базе у Маракара. Маракару у меня такое ощущение, что немножко тяжеловато, но он предпринимает попытку контратаки. Минусует пост. Один квад потерял. Итак, еще один пост, скорее всего, будет вскрыт. Да. Пост вскрывается, еще один квад был потерян. Ракетчики минусуются, взлетает Хеликс, сразу же попадает под раздачу. Слушайте, Хеликс сейчас будет потерян. Вышла Лотос, значит, есть пропаганда. И морозит один квад, Хеликс падает, приходит пост. Ну и, в принципе, Экскал разбирается с этой атакой, но достаточно большие потери сейчас понес китаец. Было потеряно 2 поста, был потерян Хеликс. Но Лотос, конечно, помогла, но все равно потери, мне кажется, это большие. Вот она, та самая пропаганда, и ставится командный центр. Вышки пока никто из бойцов не захватывает. Ну, хотя Маракар уже готовится, подвел сюда Ребеля. Ну и, в принципе, есть уже и у китайца Лотос, соответственно, да, вот все, начинается захват вышки. Так, а у Маракара, да, уже тоже изучен захват, и, в принципе, я думаю, что он вышку-то захватит. В центре по-прежнему, кстати говоря, вот сколько бы Экскал не пытался, Маракар все равно на центре добывает. Есть 2 норки, ракетчики разбегаются. Вопрос, куда они бегут, может быть просто какая-то оборона. И техничка залетает, но в техничке не было подрывников, там были ракетчики и был рабочий. В принципе, даже смогла каким-то тут образом заморозить Лотос эту техничку, пока она замерзшая тут стоит. Ракетчики побежали направо под военный завод, там выходит пост. Пост вскрывается, там также есть ответная пехота от Китая. Сейчас они будут перестреливаться. Тем временем еще один ракетчик бежит, будет отменять, скорее всего, техничку. Но техничка пока еще живет. А вот возможно ли успеет ли, точнее, построить Маракар сейчас нору. И мне кажется, это все-таки успевает. Там залетает еще и Хеликс вдобавок. И минус рабочий, но норка отстраивается. Но ничего, с этой норки уже явно не выйдет. Но там атака по правому флангу, там ставится. Там успела построиться норка, и выходят квады, минусуют бункер. В бункере был всего лишь один ракетчик, но есть 3 поста. Есть 3 поста, есть ЕЦМ танк, и Маракар побоялся связываться с ними и уходит обратно к себе в нору. Есть ракетчики, прикрыли отход. Вскрывается все-таки один пост. Ну, неплохо, в принципе. Бункер снес, и пост один вскрыл. Пехота, в принципе, выживает. Тут токсиновая нора еще отрабатывает. Но все живы. Да, живый пост, живая ИЦМ-ка, второй пост. Ну и, в принципе, нора справа-то закрывается. Но рабочий. Рабочий каков? Все-таки прибежал еще выше. Экскал его не увидел. И в будущем, скорее всего, Маракар будет опять пытаться здесь ставить позицию, копать сеть тоннелей. И идет Экскал в центр. Есть чем отвечать, у Маракара очень много квадов. Там еще ракетчик помогает, но ракетчик сливается. Рабочий также в минус. Ну просто пока Маракар отогнал эту пачку, не ввязываться с ней в такую взаимную, наверное, войну какую-то. Стычки такой не происходит. Там еще и Хеликс летает, еще посты загружаются. И второй военный завод. Справа тем временем нора отстраивается. Кстати, посмотрите, все-таки смог Маракар поставить ресурсный центр на правом доке. Ну, тут Лотос. Тут Лотос, она может сейчас отменить просто-напросто этот ресурсник. Там еще и Хеликс залетает. Кстати, вышку себе забрал Экскал справа на центре. И идет Экскал сейчас вперед. Также на центральные позиции. Тут ресурсник у Маракара. Справа тем временем также отмена саплая. И залетает Хеликс. Уничтожает нору, уничтожает рабочих. А вот с центра все-таки Экскалибура сейчас Маракарта выгоняет. Много квадов, но там дракон. Вот этот дракон бы сейчас бы уничтожить. Он норки как раз таки блокирует. Вышел подрывник, но подрывник сейчас просто сгорит. Как-то опрометчивый шаг. И выпад справа. Слушайте, с угла все-таки настроил здесь позиций. Маракары бьет военный завод через квады и ракетчики. Арт-удар, есть уже 3-й ранг. У Экскала также летит ковровка. Бьет по саплаю им норе. Арт-удар прилетит сейчас явно на нору. Минусуется сапалтрак. Отлетает рабочие, ракетчики. И идут посты с ЕЦМ танком. И будут эти позиции закрывать. Ну вот достроилась бы вторая нора. Возможно, мог бы рискнуть Маракар бы и выйти. Попробовать пободаться с этими постами. Но пока этого не происходит. Экскал справляется. Но потери опять серьезные. То есть военный завод был потерян. Сапалтрак потерял как бы. Ну, отбился. Это хорошо. Лотос бегает.
Лотос бегает, еще под ресурсный центр заходит, будет деньги, скорее всего, воровать. Вновь подрывник направо бежит под док. Не получается никак Экскалу занять эти позиции. Постоянно здесь Экскал дежурит. Да, это воровство денег 100%. Сейчас 1000 украдет Black Lotus, получается. И опять попытка атаки в центре. Здесь очень много нор, аж целых 4. Уже и Джармен вышел, значит, есть дворец. Вот он стоит. Опять подрывники спамятся с казармы. Есть уже даже черный рынок. Вышку себе Маракар захватил. И вновь Экскал отступает. Ракетчики бегут вперед. В принципе, могут попробовать пост пробить. Там еще и Джармен. Джармен сразу же наготове отменять пехоту. Да, получается вскрыть пост. И сразу же работает Джармен. Ракетчики, до свидания. Инферно-танки выходят, слушайте. Да, уже начинается спам Инферно. Нету пока, я так понял, да, еще апгрейды на напалм. Но, в принципе, 3 таких Инферно могут даже и без напалма устроить очень много плохих вещей Маракару. Лотос, ой, точнее, Хеликсы, да, Хеликсы летают. Минус подрывники. Есть хорошая пачка, нужно пробовать идти дальше. Но тут опять Джармен. Опять Джармен уничтожает ЕЦМ танк, точнее, выселяет его. Но закрыть никак его не удается. Тут еще и ракетчик тоже пробивает по посту. Миги. Появляется Миги, сразу же Миг сливается. Джармен каленый нужно уводить в нору, подхилить его. И постройка 3-го ресурсного центра от Чайны, точнее от Инфантри. Справа ракетчик, но возвращается назад, прожигается нора. До свидания позиции Маракару. Но он пока по-прежнему с центра добывать. Кстати, справа вновь постройка ресурсного центра. Все-таки удается установить свой ресурсника. Получается, что уже 4-й. Но вот слева здесь, да, уже ресурсы закончились. Поэтому уже бы желательно, конечно, бы уже под этот док-то перейти и начать оттуда деньги-то добывать. Но Экскал постоянно туда прилетает, не дает этого сделать. Но хотя бы в центре сейчас китаец добывает. А то вообще всего лишь 2 ресурсных добывал. Так у него тоже уже, слушайте, с центра, точнее слева здесь деньги закончились. Ну и, конечно же, с центра сейчас-то нужно уже копать вовсю. Глашник-то может очень сильно наесться сейчас ресурсов. Как развиться, да как дать атаку. И все, и здрасте, приехали. Слева ракетчики. Пробивает по инферно танкам. ЕЦМ-ка далеко, не получается спасать их. Опять Хеликсы залетают направо. Уничтожается постройка норы. И еще и Лотос еще и деньги успела своровать перед постройкой, перед отменой ресурсного центра. Перед продажей, точнее, ресурсного центра. Ну и вновь позиции справа уничтожены. Удается. Тут опять попытался Маракар норку дать. Норка на этот раз под вышкой. Ну, Хеликсы. Хеликсы, конечно, хорошо работают. Экскал контролирует просто, конечно, классно. Это летят, скорее всего, мины. И куда-то они непонятно мне вообще летят. Они вот куда падают. Но пока непонятно, зачем они сюда легли. Но Экскалу виднее. Залетает ковровка. Пробивается ресурсник, сразу же залетают Хеликсы. И вновь отмена ресурсного центра. Справа ресурсный центр Маракар потерял. В центре ресурсный центр Маракар потерял. Позиции теряет, норы, потеряет здесь домик. Кстати, ставит командный центр, скоро 3-й ранг. Вышли квады, Хеликсы отогнали. Один тут каленый летит, нужно чинить. Ну и наземные юниты идут вперед. Ой, слушайте, а какой... Вот этого интересно. Вот это сейчас было интересно. Маракар привел рабочего вглубь пачки, и пачка просто била сама себя, по сути, пробивая по рабочему. Вот это интересно сейчас был момент. Крутой такой мув от Маракара. Тем временем он начинает отвечать Экскалу. Пытается ввязаться с ним в драку, но теряет, конечно, квады. И 3 квада потеряно. Можно было попробовать забрать 4-й, но Экскал переключает атаку. Более, так скажем, еще более в центр, уже ближе и ближе к командному центру Маракара. Там Джармен, конечно, работает. Убивает пехоту, очень больно бьет Джармен. И вновь, смотрите, опять бегут рабочие ближе к постам, чтобы сам себя он скорее уничтожал, чем этих рабочих. Отмена постройки норы. Да, норка, до свидания. Но я думаю, что сейчас и ресурсный центр будет отлетать. И получается, что у Маракара остается один ресурсник, с которого он добывает. Есть НПЗ. Тут еще и Хеликсы, слушайте, залетают. Там еще и арт-удар прилетел. Только я пропустил, правда, куда он прилетел, не видно. Здесь не вижу я и точек, возможно. Атаки это как-то помог. Хеликсы залетели, но сразу же отошли. Ушли направо. Токсиновый репель-амбуш на пачку. Минус 1 пост. И второй, слушайте, забрал. Там еще и квады выходят. Да, помогают. Помогают ребелям. Еще один пост забирается. Но получается, что Маракар все-таки отбился. И вновь Хеликсы направо.
Вновь Хеликсы направо, опять не дают построить ресурсник, и летит Экскал уже на левый фланг. Но оттуда сейчас могут квады выйти, это очень опасно, там 2 норы. Но все-таки удается пройти, один Хеликс, правда, теряет. Хороший заход, слушайте, а там дворец, в дворце нет ракетчиков, это плохо. Пробивается черный рынок, надо повысаживаться, наверное, уже начинать. И вышка, слушайте, сейчас отлетит, да. Минус радар, минус черный рынок, и бьется дворец. Если, конечно, квады сейчас успеют отменить эту пехоту, хотя бы дворец попробовать сохранить, так там еще и ковер залетает. На центре тем временем атака от Маракара. Ковровка залетает, отменяет военный завод и постройку на рынок. Хотя бы выжил дворец. Хорошая атака. Очень хорошая атака сейчас от Экскала. Тем временем Маракар провел контратаку. Отменил здесь ресурсный центр. Сразу же прилетела Эми-бомба от Экскала. Уже 5-й ранг, слушайте. Да, у Экскалибура. 4-й пока только у Маракара. Эми-бомба прилетела, закрыла квады. Точнее, временно их выключили. Сразу же приходят посты и отменяют эти квады. Ракетчики бегают за постами, конечно, но посты более быстрее, мне кажется, все-таки будут двигаться. Но вот сейчас Экскалибур, конечно, зря тут встал. Ракетчики вскрывают один пост, но очень много пехоты. А где Джарман? А где Джарман? Он сейчас бы, конечно, бы здесь таких дел наворотил. Так еще и кэш-баунти какой он бы сейчас бы принес в казну Глашнику. И вновь отстройка ресурсника от китайца. Идет пехота вперед. Посты, я так понял, пустые. Пробивается нора. Ну и можно попробовать ресурсно отменить. Там квады есть. Пехота сразу же в посты загружается. Там еще 2 ракетчика от Маракара. Пробивается пост, но пост уходит. Есть ИЦМ-танк. Надо бы поближе его подвести. Так, с тем временем Маракар устанавливает позиции опять под вышкой. И смог поставить ресурсный, смотрите-ка. И военный завод через фуфло ставится. Так, пачка из 2 постов и ЕЦМ-танка идет вперед. Ну вот, наконец-то появляется тот самый Джарман. Вскрыл пост. Отменил пехоту. Пробивается НПЗ и отмена. Да, все, нефтепереработка закрыта. И скидки на юнитов сейчас уже у Маракара-то и не будет. Ну и, в принципе, ресурсный центр здесь был продан. И все, потеря. Но с центра добыча идет. Идет добыча с центра. Справа все-таки смог закрепиться Маракар. В центре позиции дал и вновь Хеликс. И вновь Хеликс, но летит он непонятно вообще куда. Норку не закрыл, идет вперед. Там под Стингер позицию. Такое ощущение, что Экскал абсолютно этот момент не контролирует. И неужели сейчас Хеликс будет просто падать? Да, приходят еще и 3 ракетчика и закрывают Хеликс. Даже высадиться Экскал не успел. Но у него в центре есть проблемы. К нему опять пришел Маракар квадами. Там еще и Джарман, скорее всего, где-то гуляет. Отбился в центре, в принципе, как я понял, сейчас Экскал. Но вот справа Хеликс, конечно, потерял очень зря, на мой взгляд. Можно было хотя бы здесь позиции отменить. Слушайте, так еще и перехват вышки в центре. Маракар привел ребеля, мины. Ага, ковровка. С помощью ковровки, видимо, решил отменить перехват хотя бы временно. Ну, не знаю. На самом деле, может быть, есть... Ну, были же миги, кстати говоря. Можно было бы попробовать и мигами сюда залететь. Можно побояться, что из норы квада выйдут. Не хотел миги терять. Там в центре дела есть также. Там Маракар постоянно пытается как-то сейчас напрягать китайца. Но и китаец при этом на месте не стоит. Тоже пытается как-то Маракара поднапрячь. Вновь я где-то слышу Хеликс. Да, вот он летает. Залетают миги. Причем полное звено из 4 мигов. Пробивают по норам. Ну вот сейчас Хеликс-то как раз бы и завести. Но сразу же квады выходят. Выходят сразу квады из другой норы, которую до конца закрыть не получилось. Если бы закрыл, я думаю, что Хеликсом бы сюда бы Маракар, точнее Экскал бы прилетел и закрыл бы полностью все эти позиции. Слушайте, как интересно, сейчас Маракар вышел и прям в аккурат встал под минным полем. Надеюсь, что дальше он не пойдет. Да, возвращается назад большей частью квадов. Ракетчики также уходят в нору, но 2 остаются. Дежурят тем временем вновь Хеликс. Вновь наземка идет вперед. Хеликс теряется, токсиновый ребель амбуш. Вскрывается пост, вскрывается 2-й или нет? Нет, не успевает. Не успевает Маракар добежать. И уходит Экскал обратно. Получилось пробить здесь по норкам, но сапплай по-прежнему продолжает добывать. Справа тем временем уже 2-й военный завод, правда фейковый, и арт-удар. Так, ну вот я надеюсь, что в этот дворец сейчас, да, вот как раз ракетчики сюда и бегут. Надеюсь, в Маракар еще больше сюда ракетчиков посадит. Будет очень хорошая опорная такая точка. Арт-удар летит.
вновь не дает перехватить вышку и Экскал и просто уничтожает ее с помощью арт-удара. Квады возвращаются обратно на минное поле. Не поехали, повезло сейчас Маракару. Тем временем опять пехота, здесь это остатки Ребелямбуша Маракара, бегут вперед уничтожать пачку. Но там есть дракон, который в принципе справляется. Ну и идет Экскал опять вперед. Тут Джарман бегает. Выходят квады, будут пытаться прогонять вновь эту пачку. Но ЕЦМ танк, я думаю, что сейчас отлетит. Залетают миги. Что они будут бить? Они будут бить по квадам. Ну а раз миг потерян, и второй миг также потерялся, и вновь Экскал отступает. Маракар уже близок к 5-му рангу, а там уже будет и токсобомба, и будет скрытая атака. Вновь заходят посты и минус квад. По-прежнему Маракар добывает с центра. Вот здесь еще слева, кстати, коробочки остались. Вот здесь, ну сколько здесь? Ну 3000 здесь есть, можно попробовать. Если вот этот САП сохранится, можно было бы попробовать бы просто побегать туда, подобывать. Но опять прилетает ковровка и минус рабочие. Также и норка здесь, кстати, да, до берлоги уничтожилась. И можно пробовать, в принципе, опять сюда наступать. Залетают миги. Бьют по норе, и нора, в принципе, здесь будет уничтожена. Здесь далеко норка стоит. Ну, можно пробовать сюда уже заезжать. Тут саплай уже каленый очень сильно. Есть очень большая пачка. Но там есть Джарман, и он будет очень мешать этой атаке. В принципе, здесь есть еще вот позиция, да, с которой тоже можно выйти. У Маракара уже 2 военных завода. С 2 военных заводов-то больше квадов можно будет наспамить. Ну и пошел спам вторички. Да, есть уже 2 фейковых черных рынка. Но вышка есть теперь только у Экскала. Вот она стоит. У Маракара вышка потеряна была. Слева хеликсы залетели. А справа Экскал просто сам ее уничтожил. Не дал Маракару ее перехватить. Очень много мигов летает. Кстати, уже у Экскала 2 филда. И у него и интернет-центр есть. Спамится вторичка вовсю. 2 военных завода. Справа уже никто не добывает. Вновь залетают миги. Пробивает по позициям. Пробивает по юнитам. Приходит Лотос. Но я думаю, что это будет просто перехват. Это будет перехват ресурсного центра. Возможно, деньги украдет. Нет, это воровство. Да, это воровство денег. Ну, сейчас 1000 стащит. Нет, даже меньше. Успел Маракар что-то заказать. 351 бакс стащила Лотос. И при этом сразу же залетает Джарман и уничтожает Блэк Лотос. Отлично. В принципе, Маракар по-прежнему в центре продолжает добывать. Экскал тоже, в принципе, в центре добывает. Опять залетают миги, пробивают по ресурснику. И теперь Маракар вынужден вообще распродаться. И добывает он теперь только справа. У него есть раз черный рынок, и есть черный рынок второй слева. И ставится третий пока через фуфло. Так, приходит дракон. Будет зажигать нору. Там есть Джарман. Возможно, что сейчас этот дракон будет перехвачен. Сейчас посмотрим, что сейчас будет делать Маракар. Да, все верно. Уничтожает здесь пилота из этого дракона. Идет ракетчик. Эх, не задавил бы его сейчас Сапалтрак. Ну и в принципе, да, удается. Маракар контролирует. Заходит дракон и уничтожается Сапалтраки. Сейчас там еще и Лотос близко. Лотос бы увести. Сразу же залетают миги. Но Сапалтраки были потеряны. И дракон также был потерян. Благодаря мигам. Так, опять Ребелямбуш. Смотрите, стояла пачка. Маракар увидел эту пачку и просто Ребелямбушем сейчас перебил здесь и пост, и ЕЦМ танк. Остальные успели уйти. Есть ракетчики, и в бункере также есть. Ну и в принципе сейчас эти юниты от Маракара-то будут полностью закрыты. Стоит Лотос, пока ничего не делает, просто дежурит. Справа есть у Маракара позиция. Также справа внизу он полностью уже в принципе закрепился. Тут 3 норы, есть Стингер, 2 военных завода, Саплай добывает. Есть черный рынок, ставится еще один. Слева 2 также есть. Есть дворец, есть команды центр, есть кэш-баунти, соответственно. Ну и скоро 5-й ранг. Эми бомба. Вопрос, для чего она сюда пришла? Зачем она сюда прилетела? Все было здесь и так уничтожено. Зачем? Для чего эта Эми бомба сюда залетела? Миги добивают квады. Пробили по норе, но с другой норы выходят. Но не получилось. Не получилось уничтожить миг. Еще миг залетает. Минус ракетчик. И 2 поста. И вместе с драконом справа здесь дежурят. 25-я минута игры пошла. Точнее, сейчас уже пойдет 26-я. Так, ну и Лотос идет вперед. Здесь постройка Стингер позиций. Ну, много здесь на самом деле таких оборонительных позиций. Есть Стингеры, есть бункер гражданский, есть норка. Прилетает ковровка, будет пытаться, видимо, эту нору закрывать. Лотос будет перехватывать командный центр.
Но сразу же с двух сторон попадает под перекрестный огонь и сливается. Экскал очень опрометчивый сейчас шаг сделал такой. Лотос потерял, в принципе, на ровном месте. Слушайте, счетчик ядерной ракеты появился. У нас появилось первое супер оружие на карте. И летит арт-удар. Скорее всего, летит на рабочих. Слушайте, Маракар каков, а? Он как почувствовал. Он как понял, что именно сюда арт-удар прилетит и рабочих увел заранее. Ну каков? Молодец, очень крутой. Очень крутой сегодня Маракар. Тем временем идет атака от Экскала, идут посты, плюс залетают миги. Уничтожаются позиции справа. Ну и Маракар на самом деле, такое у меня ощущение складывается, что поджат по карте. Хотя, в принципе, у Экскала не так много позиций где-то в центре. Да и незачем, они уже в принципе, все ресурсы на карте-то откачаны. Разве что на мейне здесь у Маракара есть док ресурсный. Но отбить его будет очень трудно. Очень много здесь позиций глашных. Катается Джарман тут на мотоцикле. Зачем? Что он тут делает? Просто разведка, возможно, какая-то. Ну, там мигов очень много. Палиться сейчас как бы не вариант. Джарман возвращается обратно. Ну и начинается атака от Экскала на правый фланг. Пытается заехать дракон. Дракон минусуется. Работает Джарман. Залетают миги, бьют по квадам. Минус один пост, еще 3 остаются. И залетают еще миги. Не очень удачно здесь вышел Маракар. Потерял очень много квадов. Пробивается стингер позиция. Выходит Джарман. Начинает отменять пехоту. Слушайте. Атака непонятная на самом деле. Вроде бы как и здесь позиции уничтожил. Вроде бы как и справа тут какие-то позиции отменил. Отменил юниты. Ну а возвращается по сути ни с чем. Маракар по-прежнему живет. В итоге забирается последний пост. Уничтожается пехота. И ИЦМ танк один единственный уходит обратно на базу. Ну и игра потихонечку, конечно, успокаивается. Дело идет к 30-й минуте. Есть ядерная ракета на карте. Маракар пока не выходит в СВ. Он спамит вторичку. Еще один черный рынок строится. Давайте посчитаем. Ну вот 3 справа есть. Слева 2. Ну и вот 6 получается. Да, 6 черных рынков сейчас будет на карте. Залетает Ковровка. Все-таки смог, точнее, Экскал смог достать до этих рабочих. Не через арт-удар, так через Ковровку. И временно отменил черный рынок. Но жаль, что его нечем добыть. Вновь добить. Вновь пачка собирается справа. Также там дежурят миги, причем с 2 филдов, 2 полных звена мигов. Полный интернет-центр, явно, причем уже все хакеры прокачаны. Очень много денег сейчас идет в казну к Экскалу. Сразу же миги разжигают. Работают по норе, работают по стингеру. Справа вновь заходят посты и ребелямбуш. Опять ребелямбуш и отмена. Отмена юнитов от... Извините, от китайца. И открывается скрытая атака. Но открывается она, я бы не сказал, что совсем хорошо. Сразу же попадает под бункер, но квады приходят и просто уничтожают сейчас миги. Сразу же токсобомба ложится, слушайте, но успевает взлететь. Второе звено мигов успевает взлететь и уничтожает квад. Дракон, конечно, прошел зря здесь по токсинам, сразу же был уничтожен. Хорошую атаку, в принципе, провел сейчас Экскал. Пробил по мигам. Уничтожил дракон, но свою пачку, правда, тоже потерял. И скрытая атака была закрыта. И вновь стягиваются посты направо. Все равно хочет именно через правый фланг проводить атаку Экскал. Ну, в принципе, оно и понятно, почему. Потому что здесь и военные заводы, здесь ресурсный центр, здесь 3 черных рынка. Как бы оправдано, в принципе, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что вот этот фланг сейчас самая защищенная точка, в принципе, на карте. Маракар за нее очень сильно сражается. Здесь основная часть ресурсов сейчас находится. И здесь производящие здания в виде военных заводов. Ну и слева, в принципе, тоже позиции немалозначимые. Есть черные рынки, есть дворец, казарма, есть командный центр. Но тут тоже укреп позиций очень много. Получается, что Маракар сейчас, по сути, задефался. Ох ты, аж реплей немножко здесь залагал. Вышли квады, тут миг прилетел и что-то как-то немножечко FPS просело. Маракар сейчас просто задефался и отбивает потихонечку атаки от Экскала. А Экскал такое ощущение, что просто не знает, что делать. Вот, ну вот, судя по тому, что происходит, он пытается постоянно как-то атаковать. Летит Ковровка, пытается сбрасывать повышение. Летает воздух в виде мигов, летают хеликсы.
И все равно не получается. Либо Маракар хорошо обороняется, либо Экскал не знает, что ему делать. Вот сейчас будем дальше смотреть. 31-я минута игры пошла. Залетают миги, заранее выходят квады. -1, второй миг. Ой, как много мигов потерял. Ну, 2 квада хотя бы забрал. Очень много постов, плюс дракон идет вперед. Сейчас Экскал. Выходят квады, слева ракетчики. Еще пост подходит, разжигает дракон. Прилетает арт-удар. Попытался пробить, я так понимаю, по норе и по черному рынку. Слушайте, но... Очень много постов теряется, там еще и ракетчик помогает, вскрывается все это дело, пехота ложится и вся пачка на ровном месте, по сути, потеряна. Работает Джарман, отменяет эту пехоту. Осталось 1 пост буквально закрыть сейчас. Работает квад, плюс ракетчик поможет. Я думаю, что пост будет скрываться и взлетает ядерная ракета. Вопрос, куда она сейчас прилетит. Ну, давайте будем смотреть. Так, направо. Направо, да, будет отмена военного завода. Временно, плюс рабочие полегли. Но все-таки пробивается Экскал. Правда, мало у него, мало юнитов. Военный завод один закроет. Разжигается здесь, разжигает стену огня дракон. Дракон ложится, пост вскрывается. Пехота падает, токсиновые норы закрывают драконы. Ну и получается, что атака просто, ну, закрыта. Военный завод был потерян, по сути, от ядерной ракеты. Ну да, закрыли там. Закрыл там дракон, помог, но по сути это все равно атака в никуда. То есть не так многого добился этой атакой Экскал. Попытался выйти с помощью квадов здесь из скрытой атаки Маракар. Но сразу же прилетают здесь и миги, прилетают мины. И я так понимаю, что это Эми-бомба. Да, скорее всего. Нет, это десант. Это десант, но против квада. Так, вновь залетает миг. Неужели нечем закрыть эту скрытую атаку? Вышел рабочий и сразу же отменяется с помощью мига. Вышел пост. Ну и скрытая атака закрывается. Да, минус. Справа ракетчик. Ракетчик дежурит, но там есть танк Скорпион. Сейчас этот ракетчик будет отлетать. Да. Сейчас на токсинах самый погибнет, верно. Вновь восстанавливается черный рынок. Ну и в принципе-то вновь Маракар добывает. Да, позиции сейчас здесь под нас спамят. Военный завод пока второй не восстанавливает. Возможно, он ему даже и не нужен. Он просто задефался. Он просто задефался. Ядерная ракета не так ему сильно-то и страшна сейчас. Так, ребель амбуш. Хакеров здесь подбил. Хотел, возможно, еще его, может быть, и дозер забрать, но не вышло. Так, слушайте, а возможно даже... Да, бункер. Он выселил бункер, но сесть в него не вышло. Там сразу же залетают миги, отменяются. Ну, 3 хакеров забрал сейчас у Экскала. И хотел зайти рабочий, причем так нагло через центр здесь бежал. Сразу же миги этот момент контролируют. Вновь загружаются хеликсы. Возможно, сейчас через хеликсы будет пробовать Экскал. Справа бежит подрывник, непонятно зачем пока. Может быть, Маракар просто так разведку проводит самыми дешевыми какими-то способами. Ну, сразу же миги залетают. Все Экскал видит по карте, но пробить Маракара он не может. Но мы уже который раз видим атаку, по крайней мере, на правом фланге. И просто Экскал ничего не может сделать. А Маракар просто дефается. Он ставит больше обороны, он ставит больше черных рынков. Саплай у него по-прежнему добывает. Военный завод у него есть. Слушайте, а давайте рынки посчитаем. Мне вот интересно уже сколько их. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 уже черных рынков есть у Маракара. Очень много обороны. Пробивается, правда, вот здесь норочка в центре. Такая, можно сказать, последняя норка от глав в центре. И все, он у себя просто на мейне задефался. И сидит, и вновь открывается скрытая атака. Причем отличный момент подгадал Маракар. Миги только отработали, сразу же выходят квады. Но там есть хеликсы. Там есть хеликсы, сразу же токсобомба. Один хеликс, правда, упал. Миги успевают взлететь, но до мига, в принципе, токсины-то не достают. Но военный завод сейчас один блокирован. Второй филд, в принципе, тоже сейчас в токсинах. Один хеликс был потерян, два хеликса живы. Миги пока летают слева, но садить их сейчас нельзя. Они только отработали без снарядов. Если сейчас их отпустить, то они просто упадут. Опять Джарман проехал, отработал пост, но пост был пустой. Хеликсы справа пока просто стоят. Ну и ждем, я думаю, скатшторм. Да, все верно. Вот постройка скатшторма сейчас от Маракара. Он так задефался. Вот, пожалуйста, опять 2 стингера, норки. Ну, как пробивать сейчас, по сути? Через Инферно, если попробовать, например. Ну, почему бы и не через Миги, через Инферно танки.
через хеликсы как-то пробовать, через, ну, посты, не знаю. Ну, вот сколько раз уже пытается. Ну, посты, конечно же, нужны. Это такая основная техника, по сути, у инфантри. Но пробивать, ну, не получается пробивать. Ну, по факту. Вот летит арт-удар, вопрос куда? На рынок? Да, на рынок. Залетает на черный рынок, один отменяется, летит ковровка, а ковровка летит также, я так понимаю, тоже хотел черный рынок достать, но как же ты его достанешь-то, Экскал, когда здесь так много обороны, плюс еще и квады вышли. Успел Маракар вывести свои квады, чтобы заранее отменить ковровку. Залетел Джарман, Джармана отменяют, пост по-прежнему за Экскалом, успел он часть пехоты обратно вернуть. Хеликсы подхиливаются, я так понимаю, миги сели. Второй филд пока пустой. Вот этих бы хакеров бы уже к работам-то применить. Они пока просто стоят, не добывают. Кстати, справа вот здесь 4 хакера стоит. Полный интернет-центр. Вот хакер стоит, также добывает. Вот хакеры добывают. Очень много-то на самом деле вторички сейчас у Экскала. Игра немножечко так подуспокоилась, на самом деле. Нету таких каких-то уже серьезных выпадов ни от одного из бойцов. Хотя, в принципе, от Маракара они закончились, наверное, минут так 15-20 назад. Он просто смирился с тем, что ему надо вот сейчас обороняться. И ждет у себя вот здесь на позициях Экскала. А Экскал тем временем не знает просто, что ему делать. Наспамил кучу авиации. У него работают миги, у него летают хеликсы. А наземных юнитов как бы я как таковых сейчас уже и не вижу. Не знаю, пока просто игра стоит. Ядерная ракета вновь готова к запуску. Скат-шторм отстроен. И слева, слушайте. Слева сбрасывается десант. Залетают миги, отработали по норе. Так, ядерная ракета. Запуск. Ага, все понятно. Слева. Будет пытаться пробиваться Экскал слева. Пробила ядерная ракета, закрыла квады, закрыла норы, стингеры. Сразу же залетает Экскал, пробивает по дворцу. Дворец закрывается и начинает работать по скат-шторму. Это атака для скат-шторма 100%. Скат-шторм теряет Маракар. Сразу же заранее Экскал высаживается, пробивается черный рынок. Пытается закрыть здесь нору. Так, а вот здесь казарма бы еще бы закрыть, было бы нормально. Слушайте, ну хороший выпад. Хороший выпад. Черный рынок заранее распродается, но не успевает его Маракар продать, и он уничтожается. Ну тут Джарман. Очень много пехоты, которая сейчас отлетит от Джармана. Очень много сейчас кэш-баунти принесет этот Джарман, убивая эту пехоту. Пехота еще вся лычкованная. Слушайте, ну... И, кстати говоря, сейчас Джарман Келл также лычки себе набирает. Он сейчас уже сам будет подхиливаться. Ну и все, ракетчики, до свидания. Будет пытаться, конечно, Экскал еще закрыть черный рынок, но временно. Временно он его хотя бы сейчас отменил, но он отстроится. Хорошую атаку провел на самом-то деле, но нечем добавить. Вот проблема в том сейчас, что нечем Экскалу-то добавить. Хорошо, прошел-то, пробил, но было бы еще бы чем бы сюда зайти, и, возможно, бы все бы сейчас бы кончилось для Маракара печально. Ковровка летит, вопрос куда? Она опять летит в никуда. Экскал, не долетишь ты туда. Ну не долететь тебе до этого черного рынка. Уж слишком много. Здесь 3 стингера стоит. Плюс ракетчики в бункере сидят. Плюс куча нор, из которых можно вывести квады. Не получится сюда прилететь, как бы ни пытался бы ты. Маракар задефался, слушайте, так он еще и квадами вперед поехал. Он поехал квадами вперед, он что, решил контратаку провести? Вот так поворот. Залетают миги. Эми бомба упала, Хеликс летит. Летит Хеликс, вот это, наверное, та самая добавка, но... Не знаю, один Хеликс всего. Ну, Стингер забрал, ладно. Но Эми бомба упала на командный центр. Ну, немножечко сейчас подольше повышения будут запускаться у Маракара. Тем временем приходят сами. Просто сами приехали от базы от Маракара к базе к скалу квады. И разбивают филд, убивают миги. Филд сейчас отлетит, можно пробовать забрать энергию. Хеликс упал. Пост отлетает от ребелямбуша. Слушайте, ну вообще печально. Да, и до свидания. До свидания, энергия. Посты заходят, конечно. Тут помогают ребеля. Посты зажимают квады в ловушку. Ну, удается, в принципе, да, удается Экскалу отбиться от этой атаки. Но много потерь. Все миги были потеряны. Филд потерян. Потеряна энергия. Постов несколько штук потерял. Еще там ребелямбуш помог. И скрытая атака открывается. Открывается скрытая атака и летит токсобомба. Вторая ядерная ракета, кстати говоря, появляется у Экскала. Арт-удар взлетел.
Летит токсобомба и закроет просто посты. Но один пост отлетит точно. Второй без пилота. Справа пост еще один отлетел. Но вот этот успел уйти, плюс миги. Успел наспамить мигов Экскал, взлетели, и скрытая атака закрывается. Но я пропустил арт-удар. Арт-удар прилетел вот сюда, на рынок. Да, он закрыл черный рынок. И вновь постройка скат шторма. Но рынков на самом деле очень много сейчас у Маракара. Он перестроил дворец. Сюда направо, тот самый правый фланг, который Экскал так и не смог пробить. Слева работает Рокет Багги вместе с квадами, но пока просто, по крайней мере, катается. Но начинает настреливать по саплаю. Ну, от саплая от этого никакого толка, в принципе, нет. До сих пор токсины, кстати говоря, на базе здесь у Экскала. Саплай бы уже бы этот Экскалу-то продать. Но это у него единственный, похоже, что да, это у него единственный саплай на карте, поэтому он его и не продает. Но на самом деле очень странно. Выдвинутое здание, можно было бы вот здесь оставить. Но у него тут казарма. У него тут энергия. Экскал ставит маяк. Опять появился скат-шторм у Маракара. Опять что-то пыталось залететь. Либо это мины легли. Вот сюда упали мины сейчас. Самолет был сбит на подходе к базе. Тут очень много позиций, напоминаю, у Маракара. Игра немножко, да даже, наверное, не немножко, а сильно так уже успокаивается. Но у обоих бойцов достаточно много вторички на самом деле. База, конечно, у Экскала становится меньше, но она, в принципе, у него такой и была, такой подзажатой. Справа он все ресурсы откачал, и справа сильно он и застраиваться-то не стал. Он продал там ресурсный центр и работает вот на вот этой части карты. Вот здесь у него все сосредоточение войск. Но вот здесь был филд, здесь была энергия, все это было потеряно. Маракар просто приехал квадами и уничтожил это все. Никак это дело не контролировалось. Тем временем идет разминирование с помощью рабочего. Миги залетели, отменили его. Работает рокет-багги по бункеру. Сброс десанта. Сейчас будут они садиться в посты. Вновь, кстати говоря, спам наземных юнитов. На центре дал норку. Маракар, ну и слева здесь также рядом с командным центром нора существует. И злая толпа. Пошла злая толпа вперед. Так, здесь есть раз, два, три, 4 поста. Есть ЕЦМ танк и есть дракон. Сразу же один пост вскрывается. И даже не успел до норы еще Экскал дойти. Но тут работают миги, закрывают злую толпу. Так, хотел пробить, видимо, под Джарман Келлу. Не получилось. Но вот этот миг будет потерян, да. Джарману надо уходить. Здесь его видят. Ну и вновь игра так немножечко остановилась. И снова рокет-багги пытается по посту пробить. И вновь ждем запуск ядерной ракеты. Вопрос, куда он будет бить на этот раз? В скат-шторм? Да, по скат-шторму. Он будет бить под скат-шторму. А чем закрывать? А где арт-удар? А где арт-удар? Он ковровку отправил. Но не долетит эта ковровка. Уже сколько раз пытался Экскал отправить ковровку, и сколько раз уже она не долетала. Вновь репелямбуш, который закрывает посты. Я последний раз видел много наземных юнитов от Маракара, когда он вот здесь, вот так вот прошел, вон тут по правому флангу и закрыл. Он закрыл филд и электростанцию. Но это был выпад такой, наверное, первые там минут за 20. То есть больше такой какой-то очень большой наземной группы у Маракара-то и не было. Он работает вот оборонкой и ребелямбушем-то по сути. Но скрытые атаки время от времени проводят. У него есть, видимо, какая-то постоянная резервная пачка на всякий случай. Залетают, кстати говоря, хеликсы, отработали ребелямбуш. У него даже у Маракара до сих пор один военный завод. Он даже второй и не думает ставить. Он просто задефался и ставит второй скат-шторм сейчас. При этом, при всем, смотрите-ка, вдарил ядерной ракетой Экскал сейчас в скат Маракара. И нечем было добить, и просто Маракар его восстановил, и он функционирует дальше. Постройка третьего скат-шторма, кстати говоря. Второй вот он, слева. Ну и игра опять стоит. Опять стоит игра, есть юниты у Экскала. Маракар просто продолжает дефаться, он продолжает ставить СВ, ставит черные рынки. А Экскал тем временем спамит юниты, пытается как-то пробить Маракара, и у него уже который раз он проводит атаку, и она у него не получается. Ставят маяки, вот первый скат-шторм, вот второй скат-шторм, ну третий, возможно, он не увидел пока что. Ну вот он третий стоит.
Ну, будем смотреть, как будут развиваться события дальше. Уже 46-я минута игры идет. Да, впервые у меня на самом деле будет реплей на целый час. Я раньше никогда так не делал, мне было достаточно сложно. И сейчас на самом деле мне сложно комментировать так долго. На стриме это делается намного как-то легче, а сейчас все равно тяжеловато на самом деле. 4-я ядерная ракета появляется. Вот раз, два, три. Вот 4-я, причем одна из них уже взлетает. Вопрос, куда на этот раз будет бить Вот, Скат-шторм. Он будет пытаться вновь пробивать Скат-шторм, но на этот раз через арт-удар. Вот прилетела ядерная ракета, летит арт-удар. Возможно, что сейчас Скат-шторм-то погибнет уже. Да, полностью удается его закрыть. Сразу же вышел танк Скорпион, пробивает здесь токсины, очистил ядерные осадки. И токсобомбу слышу. И токсобомба упала просто на всю пачку. На всю пачку Экскала. Он практически все потерял. У него остался тут каленый пост и ЕЦМ танк. Буквально на крополях выжил. Ну как же так-то, а? Я просто не понимаю. Ну, как же так, а? Ну, я даже не знаю, как это сейчас откомментировать. Просто вся пачка сейчас здесь легла, которая стояла. Смотрите-ка, слева Маракар вновь еще, опять задефался. У него же здесь все было пробито. Он вновь здесь задефался. У него есть тут Скат-шторм, опять черные рынки. Кстати говоря, давайте, 2 Скат-шторма вижу. Так, вот раз. Ага, а вот здесь ошибка. А вот тут большая ошибка. Он пронумеровал Скат-штормы одинаковыми цифрами. И это сейчас может быть злой шутка для Экскала. Помнит ли он, какой Скат-шторм запустится первый? Кстати, пытался Маракар пройти сюда в атаку. Но Экскал впервые, кстати, за многое время. Но Экскал сразу же этот момент контролирует. Прилетела Эми-бомба и все здесь закрыло. Вот этот пост, кстати говоря, Нет, он за Экскалом все-таки, да. А мне казалось, что он все-таки за Маракаром. Но он Экскала. Просто стоит, все, уничтожена вся атака Маракара. Не знаю, Маракару, по-моему, вообще уже ничего делать не надо. Ему надо продолжать дефаться и уходить в Скат-штормы. Не так страшны для него ядерные ракеты. Просто нужно попытаться выбить интернет-центр. И все. И все, у китайца закончатся деньги, и он, мне кажется, даже сдастся сам. Тем временем справа вновь пытается пачка пройти. Я так понимаю, вновь правый фланг будет на штурм браться. Так, но вообще, по идее, запускаться будет вот этот Скат-шторм. То есть вот этот Скат-шторм второй, а вот этот третий. И вновь, посмотрите, вновь не получилось. Вновь попытался Экскал зайти по правому флангу. И снова, токсиновый репелямбуш опять отменяет эту атаку. Ну как же все не вовремя для Экскала и вовремя для Маракара. Он просто, по сути, Экскал на все повышения практически Маракара попадается. Ну на все без исключения. А вот повышение Экскала, кстати говоря, не так часто долетает. Ковровка не долетает. Эми-бомба вообще разок была в никуда. Ну, арт-удар хорошо долетает. Ну, хотя бы. Ну, его сбить-то и нереально. Ну, есть 5 ядерных ракет уже. Так, слева здесь попытались какие-то юниты от Маракара зайти. Кстати, выбил пост. Пост сейчас за Маракаром. Пост закрывается. Пост был пустой. Но Экскал, в принципе, вот возле базы своей, все границы он свои хорошо, в принципе, ограняет. У него и на правом фланге здесь пачка есть. Ну, как мы видели с вами уже не раз, то токсобомба на нее упадет, то ребелямбуш. Так, ну и запуск ядерной ракеты. Вот она. Вот запуск ядерки. Вопрос, куда? И он попытался, скорее всего, закрыть вот этот Скат-шторм. Но запускаться-то будет вот этот. Вот этот Скат-шторм будет запускаться. Ковровка опять летит, которая вновь не долетает. Она снова не долетает, эта ковровка. Но сейчас опять ядерную ракету только пускать. Сейчас она уже через 1 секунду будет готова. Там вновь пачка на подходе идет. Инферно-танки, посты, плюс есть хеликсы. Опять запуск ядерки. Вопрос, куда на этот раз он будет бить. Да, вновь Скат-шторм, который рабочий. Подхилил, открывается скрытая атака справа. Ну и что делать? Скат-шторм-то вновь живет. Уже 2-я ядерная ракета потрачена. Ковровка не долетела, но вот этот Скат-шторм будет запущен через 40 секунд. Экскал ошибся. Он пронумеровал одинаковыми цифрами оба Скат-шторма, скорее всего, или забыл, или не знал, в принципе, какой из них-то второй. А второй-то вот этот. Вот он.
А это третий, кстати, уже у Глашника 4 скатшторма. И эти 4 скатшторма, если запустятся разом, да хотя бы, да даже 2 бы хватило, чтобы просто, ну, очень сильно Экскалу жизнь попортить. Меги залетают, пытаются разжечь, и в принципе им это удается. Им удается, да, временно закрыть скатшторм, но запускается-то через 5 секунд вот этот. Ошибается Экскалибур, ошибается чемпион мира сейчас. 52-я минута и запуск. Давайте мы даже сделаем красиво. Сейчас посмотрим. Да, это будет закрытие интернет-центра, это 100%. А куда еще им бить? Нужно отменять экономику. Это ведь единственная, по сути, такая массовая экономика сейчас. У Экскала, здрасте, все, скатшторм все-таки прилетает. Закрывается филд, минус хакеры, минус интернет-центр, военный завод, энергия падает. Очень больной, очень больно, точнее, этот скатшторм ударил. У Экскала, конечно, есть у него запас. Да, у него есть 9800 сейчас, но основная экономика в виде интернет-центра, конечно, пала. Так, есть 3 скатшторма, вот 4-й, по сути, будет теперь. Он восстанавливается. Попытался его Экскал закрыть, но не вышло. Так, теперь работают инферно-танки. Пробивает опять вновь правый фланг, запускается ядерная ракета и все-таки закрывает. Удается все-таки закрыть скатшторм. Там есть еще одна ядерка на таймере. Запуск уже скоро будет. Через 1,5 минуты запуск скатшторма от Маракара. Арт-удар прилетел. Закрывается военный завод. Куда еще одна ядерная ракета ударит? Вот это вот большой вопрос. 53-я минута игры пошла. Неужели удастся? Неужели удастся Экскалу в такой ситуации сейчас пробиться? Большой вопрос. Так, токсобомба. Посты закрываются. Ядерная ракета ударила на правый фланг, но посты через токсобомбы были уничтожены. Но там хеликсы есть. Точнее, один хеликс. Есть второй хеликс. Так. Заходит. Все-таки сейчас Экскал пытается. Так, тем временем вышли квады, и второй хеликс также ложится. И вновь неудача. Вновь очередная неудача. Сейчас открывается скрытая атака. Причем мимо мин сейчас. Под мины она не попадает. Сейчас спокойно выходят юниты от Маракара. Надо бить энергию. Тогда супероружие у Экскала не запустится. Ну-ка, но он пробивает и ядерную ракету, и энергию. Но мне кажется, все-таки лучше было бы сейчас пробить и вот эту электростанцию, вот эту электростанцию. И все, 6 квадов просто сейчас отрабатывают по базе Экскалу, похоже, что отбиться нечем. Но разве что он сейчас спустил повышение в виде эми-бомбы. Справа тут 2 поста, в принципе, есть, пытаются. Ну, ребелямбуш, здрасте, вновь минус посты. Строится нора. Заходят танк-дракон, ракетчики сразу же по нему отрабатывают. Работает Джарман. Дракон закрыт, повышения все выпущены. Ядерная ракета через 20 секунд, и Экскал терпит поражение. Мы победили. Слушайте, как это было круто сейчас от Маракара. И который раз я уже желаю ему победы на мировой серии 2023 года. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.